Всем привет! Это книги с Тамарой Дельман. Сегодня я хотела бы рассказать вам об одной очень интересной книге, которая первый раз была напечатана уже очень давно. Она вышла впервые в 1946 году в журнале «Нью-Йоркер». И тогда, кстати, произошла удивительная вещь. Весь номер журнала был полностью посвящен этой книге. Но на русский язык ее перевели совсем недавно. Ее написал американский журналист и писатель Джон Херси, который много путешествовал по свету. Он вообще родился в Китае, был тесно связан с Востоком. Отец у него был миссионер, знал китайский язык, знал восточные языки, много писал. И вот в 1946 году он написал книгу о последствиях атомной бомбардировки Хиросимы. Она так и называется «Хиросима». И это не исследование в целом. Мы много знаем о том, какие ужасные разрушения принесла бомбардировка Хиросимы, сколько там всего страшного произошло. Это история 6 человек, которые были 6 августа 1945 года в Хиросиме и выжили. Это то, что потом, через почти 20 лет после выхода Хиросимы, будут называть новой журналистикой. Новая журналистика обычно связывается с именем Трумана Капоте, знаменитого американского писателя, который выпустил книгу «In Cold Blood» «Хладнокровные убийства», где он подробно описал реальное преступление, произошедшее в Америке, когда была убита целая семья фермера. Но это была действительно новая журналистика, потому что здесь не было просто холодное изложение фактов. Здесь было много домысленно, потом даже Капоте обвиняли в том, что там слишком много было фантазии. То есть это была такая журналистика на грани уже художественной прозы. Но вот задолго до «Хладнокровного убийства» Джон Херси сделал что-то в этом роде. Джон Херси очень подробно изучил ситуацию. Он долго интервьюировал всех своих 6 героев. Мужчины, женщины, там очень разные люди, богатые, бедные, помоложе, постарше, 2 священника. И он четко задокументировал, где кто из них находился, на какой улице, на каком расстоянии от эпицентра взрыва, что делал потом. Священник бросился к своей церкви узнать, что с церковью и с его прихожанами. Мать спасала своих детей. Кто-то помогал просто огромному количеству жертв, которые вдруг вот оказались прямо на улицах, и непонятно было, от чего, что случилось, что произошло. И дальше Херси глазами этих 6 людей описывает вот этот страшный день 6 августа, как люди ползли к реке, умирая от жажды, как кто-то терял зрение, как город превратился в такое место страшных стонов, криков, смерти, отчаяния, где люди ищут своих близких. Но все это именно через судьбы конкретных людей. И это делает эту книгу, конечно, художественным произведением. Это документальная проза, но которая достигает очень высокого художественного уровня. Она произвела сильнейшее впечатление, когда была напечатана. И, как я уже сказала, это единственный случай в истории, когда этот текст, его изначальный размер был 31 000 слов. Вот этот текст был полностью, ему был отдан весь номер журнала. Джон Херси получил Пулитцеровскую премию, невероятно прославился. Интересно, что произошло потом, потому что через 40 лет он снова приехал в Японию и снова интервьюировал этих людей и выяснял, что с ними произошло, как они жили дальше, как бедная швея боролась за выживание, за то, чтобы прокормить своих детей, ну и как постепенно наладилась ее жизнь, как тяжко приходилось священнику после бомбежки, и не только потому, что он болел, но потому что надо было осознать, осмыслить, как Бог допустил такое. Как молодая девушка
девушка, молодая японка, пришла к тому, что стала католической монахиней. А доктор открыл роскошную клинику и процветал, и старался не вспоминать о том, что было. И здесь тоже невероятное разнообразие этих судеб, людей, которые объединены именно той страшной трагедией, в которую они попали. И эта книга, с одной стороны, конечно, говорит об ужасе войны и о невозможности того, что произошло, а с другой стороны, о человеческом мужестве, о том, как люди держатся в таких обстоятельствах, как они строят свою жизнь дальше. Поэтому книга Джона Херси очень интересна с человеческой точки зрения и, конечно, очень интересна как литературное произведение. Она предвосхитила и «Хладнокровное убийство» Трумана Капоте, и замечательные книги Светланы Алексиевич. И это что-то очень новое в литературе последнего полувека, новое и невероятно важное.